главные выводы я сделал, что надо быть стабильным, манерным. Ну и все, в принципе. Больше ничего не могу выделить. Ну, такой вопрос просто. Были другие варианты, но как только мне предложили, я сразу согласился. Как ты считаешь, из тех команд, в которые ты играл, Вега самая сильная? Спрашивает Женя Прокошенко. Ну, пока на самом деле не ясно. Мы играем 2 недели. Чуть позже станет ясно, сильнее или нет. Ну, по ощущениям, первое ощущение, мы уже вышли на китайскую квалификацию. Точнее, прошли китайскую квалификацию. Это уже хорошее достижение. Но будем смотреть, пока все равно не ясно. Ну, с Андрюшей говорил в предыдущем интервью, что Андрюша учил меня играть в доту. Поэтому, я еще давно хотел с ним играть. А с ФНГ... ФНГ просто один из лучших капитанов в СНГ. Это очевидно, почему я хотел с ним играть. Тем более он очень адекватный, воспринимает критику. Как мне рассказывали. Тем более он топ-5 инта занял. После Нави это лучшее достижение. Еще Розоль, конечно, есть. В пабах иногда у меня не получается контролировать себя, и я тоже выхожу из себя. И очень оскорбительно. Я на личности, правда, не перехожу, но снова же очень хорошо критикую своих тиммейтов. А в проиграх нет, но я стараюсь сохранять хладнокровие в проиграх. 0 эмоций, только игра. Я понял. Спасибо. Легкий намек на то, что я low skill. Спасибо. Скорее всего, да. То есть с адекватными людьми всегда легче играть. И находить общий интерес, снова же дружиться. Если он не конфликтный человек, то с ним играть проще. А если он постоянно акрится, Ростика мы знаем все. Но он старается, конечно, преобладать собой. Чего тебе не хватает, чтобы войти в число топ-мидеров мира? Спрашивает Рустам Исламов. Пока, мотивация есть. Летом я очень мало играл, и после мажора у меня такой был период. Мы проиграли в топ-16. Я очень плохо отыграл там на Урсе. Была минус мораль. Стабильность пошатнулась, и все пошло колеей. Очень много проигрывали. Но потом, на самом деле, снова же я искал в себе проблемы. То есть, может, я очень плохо играю, смотрел каждый реплей. Я видел, что я очень плохо играю, но это больше накрутка от себя была. То есть, потом я это все осознал, начал более-менее усердно играть. То есть не было игр пред интернешналом. Я играл очень много пабликов. Потом меня позвали в Vega Squadron, и мотивация выше крыши. На самом деле нет. У меня очень большой пул героев. Просто их не пикают, вот и все. Я не знаю, на самом деле, какие игроки пикаются больше 5 героев. Ни одного игрока не отмечу. То есть на International вообще максимум 3 героя играли. Каждый вообще игрок. То есть только Wings играли больше 100 героев в своем пуле. Не знаю. Самый первый патч, когда я только зашел на про-сцену, я играл на линах, ВРках, СФах, все вообще подряд герои. Потом патч изменился, появилось 3 героя. ОД, Инвокер и ДП. Больше особо никто не пикался, если... Зевс пикался, я тоже на нем играл. Нестандартные герои, играл очень редко. Поэтому уже привилось так, что я играю на 2-3 героях. На самом деле у меня пул достаточно большой. Мне нравится Мирана, потому что она может простоять против вообще любого героя. Правда, пока я не особо комфортно на ней себя чувствую. Мне еще надо поиграть на ней. Я вообще не играю паб на ней. Больше практики надо. Выделить самого хорошего героя.
Ну, сейчас вообще тоже разные герои. Но я даже не знаю, не могу выделить. Этот патч по мидерам мне не сильно нравится. То есть нету какой-то квапы, сефов, ну, дровки есть какие-то, но дровка, она больше на изи фарм. Раньше мне нравилось на дровке играть. На нестандартных героев, там, типа Сайленсера, я тоже очень хорошо играл. Мне очень нравился этот герой. Ну, вот таких героев хотелось бы, чтобы новый патч принес. А так пока не могу выделить ни одного героя. Считаешь ли ты, что с нынешним составом можете попасть на The International или даже войти в топ-3? Спрашивает Кадыр Хабдрахманов. Ну, конечно, можем. Без преувеличений, конечно же. Ну, просто как все пойдет, все от этого зависит. То есть, если у нас все хорошо пойдет, там самое главное сейчас на мажорах показать себя. То есть, OG тоже хорошо шли, они там 2 мажора из 3 победили, но и на интернешнале топ-8 заняли. То есть, пока рановато говорить, надо сначала мажоры пройти, ну, сначала квалификацию пройти, а потом уже на мажоре показать. И тогда будет уже более-менее ясно. Ну, понятное дело. Я приехал, знаю уже все в этом доме, знаю, где бассейн находится, сауна, игровая. То есть тут 2 игровые, конечно. Ну, не надо ни к чему привыкать. Все очень здорово. Конечно же, все это помогает. То есть еда, конечно же, лучшая. Ну, пока нет. Но как Андрейка и Семен приедут сразу же, я думаю. Конечно, конечно. И Ростислав в бассейн кинет. Не обижает ли тебя Ростик, спрашивает Дон Томасино. Ну или как-то так. Ну, конечно же, обижает. Невозможно просто. Я боссу уже говорю, сколько лет. Ну, почти. Не знаю, что на это ответить, если честно. Ну, не обижает, конечно. Он немного странный, к нему надо привыкнуть. Но в целом все отлично. Привет всем моим хейтерам, любимым болельщикам, нашим спонсорам. Все, наверное. Хотя нет, еще про Доти передам привет, конечно. Мой любимый сайт. Каждый день там сижу. Болейте за нас, поддерживайте нас. Всем удачи.